Сегодня 16 апреля 2026 года, и всем привет из Одессы. Удивительное качество одесситов, несмотря на то, что у нас была тяжелая ночь, несмотря на то, что только недавно был отбой воздушной тревоги, все равно люди сидят, завтракают на террасах. Прекрасная погода, и хоть это немного радует. Посмотрите, зацвела сакура. Какая красота, хоть цветами можно полюбоваться, немного поднять себе настроение и отвлечься от всего того, что происходит. Всем доброе утро из Одессы, хотя, честно, я даже не знаю, можно ли сегодняшнее утро назвать добрым, только, наверное, в какой-то части. После такой ночи, которая сегодня была в Одессе. И то даже не только ночи, но и утра. Сейчас снимаю для вас видео, и даже сейчас читаю, что скоро может быть новая атака дронов на город. Поэтому каждому нужно быть осторожным и не расслабляться. Если так в общем взять, то уже 3 недели, наверное, у нас нету никакой спокойной жизни в городе, нас бесконечно обстреливают, все время тревоги. На Пасху одна единственная ночь, когда можно было спать спокойно, а так все время в Одессе какая-то опасность. И раньше не было такого большого количества прилетов дронов в жилые дома, а сейчас просто с каждым днем становится все страшнее и страшнее. Поэтому даже ночью не ложишься спать вроде бы пораньше, как видишь, что куча всего повылетала, то даже страшно уснуть. Вчера, по-моему, около часа ночи прозвучал сигнал воздушной тревоги. Я не спала еще. Быстро среагировала и успела добежать до бомбоубежища, потому что в городе было очень страшно. Мои друзья, знакомые писали мне, что взрывы были слышны просто во всех районах. Обстрел дронами закончился, я не помню, где-то 3:30 я легла спать, и уже ранним утром в 5 или в 5:30 проснулась от очень сильного взрыва. Сразу взяла в руки телефон, и это были ракеты на город. Первую я не успела среагировать, а вторую уже, конечно, сидела в коридоре и писали прям, что вот она подлетает к городу, что вот она сейчас взорвется. И было действительно очень страшно, и прям чувство какой-то паники и безысходности, как обычно. И, к сожалению, когда утром читала новости, снова очень расстроилась. Очень страшно и очень больно это все переживать. К сожалению, разрушение разрушениями, но самое страшное, что погибли и пострадали люди. К сожалению, в результате обстрела 9 человек в Одессе погибло, 23 человека пострадало. Мои соболезнования родным и близким погибших. Это очень большая трагедия для всего города. Во всей Украине вчера были обстрелы, я смотрела и Днепр, и Киев, смотрела новости, даже уже не открывала это видео, потому что уже не хватает на это все нервов, и очень близко принимаю это все к сердцу. И взрывы были, скажу вам так, настолько сильные, особенно от прилета ракеты, что даже было слышно в коридоре, как окна в другой комнате просто захрустели. И в такие моменты, вот из-за того, что ракета как ударяет где-то по земле, я не знаю, вот очень сильные вибрации, знаете, распространяющиеся просто по всему городу. Утром у нас все продолжилось, дроны летали на всех улицах, люди это все снимали на видео, фотографировали. Хотя я всегда считаю, если вы их видите, лучше идти куда-то в укрытие, потому что очень часто вижу, что многие просто стоят на них, смотрят. А во всех пабликах предупреждают о том, что это очень и очень небезопасно. В общем, так мы и живем. Не выспались, уставшие, расстроенные. Это вчера я увидела, что вылетели на Одессу дроны, и не могла уснуть, видите, заплетала, сидела себе косички. Только я не знала, что у нас такое ночью будет ждать.
Думала сегодня поехать к морю, будет время снять для вас что-то интересное. Но, видите, сейчас живем в такое время, в такой реальности, что никогда не знаешь, что случится даже в ближайший час. Да что в ближайший час, даже в ближайшую минуту. Но не будем только о плохом, как говорю, жизнь, несмотря ни на что, продолжается, и пока нету тревоги. Покажу вам, как в Одессу стремительно приходит весна. В этом году весна очень холодная. Тюльпанчики только начинают раскрываться. Слушайте, как птички везде поют. Красота. Так думаешь, что 5-й год войны пошел, и вообще даже в какой-то... Вообще даже не понимаешь, куда делись эти 4 года. Настолько сейчас ты живешь в заботах и в этих воздушных тревогах, что даже не замечаешь, как проходит жизнь, как проходят годы. Иногда задумываешься, что что-то было 4 года назад, аж становится страшно, насколько быстро летит время. Смотрите, какая машинка с котиком со Шрека. В этом году такой холодный апрель, вот даже сейчас, сегодня плюс 14, плюс 15, иду, светит солнышко, и на солнышке еще хоть как-то. Но как только начинает дуть ветер, он просто северный и ледяной. Наверное, на море сегодня очень и очень холодно, и не зря я туда не поехала. И хочу сказать, что в квартирах очень холодно, хотя... Ну, конечно, по сравнению с прошлыми годами раньше отключили отопление. Во многих городах еще раньше его отключили. Но квартиры из-за того, что на улице холодно, в Одесской области даже заморозки были пару дней, очень остыли жилища одесситов. И я вот лично сплю под одеялом, под пледом, а вечером без кондиционера вообще невозможно, потому что, ну, прям продрогнуть можно. Забежала в супермаркет, потому что по акции масло сливочное. И думаю, раз я уже здесь недалеко, то нужно его купить. Смотрю, почем гречка. Здесь на нее, по-моему, акция 99 гривен. Уже 100 гривен гречка. А здесь есть сейчас только такая. Рис полкилограмма 60 гривен. Ну, все это зависит от фирмы. Пластивцы и гречани, а сейчас нету, но они по 84 гривны. А, вот еще есть непропаренная гречка по 113 гривен. Уже 800 грамм. Помню, как она была по 40, но это было давно. А вот рис килограмм по 46, по 51 гривне. Ну, хоть не на все, еще очень сильно выросли цены. Сахар по 32 гривны. Такой, наверное... А, это соль. Это соль, извините. Соль 32 гривны, а сахар 47. А, нет, это другой. Такой обычный сахар, даже нету цены. Ну, в супермаркетах иногда овощи, фрукты можно купить дешевле, чем на базаре. Вот сейчас сельпо по 8,50. Это, конечно, хорошая цена. Морковь по 9,50. Так, бурячок по 7. Ну, вообще хорошие цены. Что можно приходить брать. Картошка даже по 14. Ну, картошка такая себе. Пришла такое масло селянское сегодня в сельпо по акции. Оно так 144, а сегодня по 75. И возьму сейчас 5 штучек. Так что, если живете в Одессе или в других городах, в которых есть сельпо, и там тоже акция, можете смело брать неплохое масло, ну и плюс 82% жирности. Погода в Одессе переменчива, как настроение у женщин. Пока была в супермаркете, купила масло, уже на улице начался дождь, хотя только недавно было солнце. Хочу сказать, что у нас самые заботливые вообще и самые потрясающие зрители. И сегодня я хочу передать привет и большую благодарность для вас, Тарас. Спасибо вам большое за подарок. И поверьте, нам очень и очень приятно. Привет вам из Одессы. Будем спасать кота, который хочет выбежать на дорогу. Чтоб его не сбили, теперь мне приходится за ним бегать и отогнать его подальше, чтобы он не выбежал. Все, давай, иди туда во двор. Давай. Смотрите, какой красивенький. Жалко, чтобы с ним ничего не случилось. Давай, уходи. Какая сейчас непростая жизнь у нас в Одессе.
не хочется навевать панику, просто хочется сказать, чтобы все сейчас были осторожны. Будем верить и надеяться, что к началу туристического сезона у нас уже будет тихо и спокойно. И я знаю, многие зрители с разных городов Украины и даже из-за границы хотят приехать летом в Одессу. Вы нам об этом пишете даже в комментариях. Поэтому всем хорошего, тихого, спокойного дня. И до встречи в следующем видео из Одессы. Буду надеяться, оно будет более позитивным. Пока-пока.